И снова здравствуйте, дорогие мои друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня мы снова с вами на берегу Нефритового залива. Залив Яды по-немецки называется. У нас достаточно много видео на канале про этот залив. Мы с вами гуляем на нем часто, по разным местам, и вдоль залива уже скоро полностью его обойдем. Вокруг всего залива расположено тут национальный парк Ватовое море. По всему побережью у нас стоят дамбы, построены дамбы, и все реки вытекают через шлюзы, потому что тут угроза большое наводнение. Нас с былых времен всегда очень сильно затапливало. И с ветром с моря нагоняло воду сильно. Это все заливало водой, и не только когда большие приливы, соответственно, и приливы тут тоже высокие. И вот чтобы снизить риск вот этих наводнений, вокруг всего побережья построены дамбы. И со временем их еще укрепляют, увеличивают. И, соответственно, у нас тут сплошные дамбы и шлюзы. И мы с вами, кому интересно еще другие видео про залив Яды, это они есть у меня на канале. Можете посмотреть. Мы были на заливе во время отлива, и тут вода была только по фарватеру, где вот эта глубокая часть, где вытекает река, там была вода, остальное все было покрыто этот илистое дно, как бы выглянуло наружу из-под воды. И было, когда прилив, это все, вот эти все боковые илистые стороны залиты водой. А сейчас это как раз все стоит как такая каша, как грязь такая. Там, это вот и есть вад. Там всевозможные микроорганизмы живут. Там достаточно большая такая обитаемая среда, так сказать. Тут причалы для яхт, для лодок. Вот некоторые лодки стоят, но сейчас они в данный момент оттуда выплыть не могут, потому что отлив как раз. И вот сбоку можно видеть, как высоко поднимается вода докуда, когда прилив. Когда прилив, вот обычно вот отсюда, это когда нормальный прилив, не когда наводнение, а когда просто прилив, вот отсюда поднимается вода. То есть каждые 6 часов вода поднимается, и потом 6 часов уходит, опускается. То есть, 6 там с небольшим. Мы просто с вами погуляемся. Тут такое интересное было, как трубы сделаны. Я такого не видела в других местах, так не было. Есть везде по-разному. Мы еще с вами дальше, позже пройдем на еще одну Соловчаковую тропу, как вот мы были в Цицилиенгроден. И мы еще будем сегодня на типа такого тоже с информационными табличками, но это уже будет плавающее болото называться, как-то вот так вот, если перевести дословно. В данный момент кунст, это искусство на дамбе, вот это как у нас по кругу мы уже ходили тут, встречали с вами тоже разные скульптуры, и вот тут очередная скульптура на божественную тему, тут на цитата из Библии про потерянный рай, как сомнения породили потерю этого рая. Библейский текст переводить очень сложно.
И вот мы с вами пришли на плавающее болото, вот на тут еще одну слончаковую тропу. Там этот берег во время прилива, как бы эта земля приподнимается, отрывается от дна, и она как бы плавает. Она как бы сбоку у берега держится, а вся этот не на земле, а вот так приподнимается на воде. Вот такая вот есть. Давайте здесь прогуляемся. Я не буду много говорить. Тут будут еще, конечно, всевозможные таблички с информацией. Кто знает немецкий, можете остановить, почитать. Здесь прямо на берегу за дамбой находится кемпинг-плац. То есть там можно как бы остановиться прямо на берегу. Но это место такое достаточно опасное. Когда мы как-то здесь были, штормило и стояла угроза затопления, и стояло, что должны все выехать. И туда все убирали свои палатки, свои эти дома на колесах, все выезжали оттуда. Надо было сводить, потому что там была угроза, что это все затопит. И им надо было всем выехать оттуда. Вот как-то раз мы как раз тут гуляли. Но в этот раз была погода хорошая, был отлив, было, так сказать, угрозы не было. И кемпинг достаточно много, как сильно заполненный был. Как всегда на дамбе пасутся овечки, это классика жанра. Тут они обычно всегда пасутся. Ну, на этом мы с вами заканчиваем нашу прогулку очередную. Всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.